Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я начала возвращать свои работы обратно. И я так смотрю, люди не умнеют. Это им уроком не становится все же. Все же прут на наглиже. Опять мои слова, опять мои переделанные работы, опять мой стиль для практиков, для всех. Я же сказала, я вам запрещаю трогать вообще мой стиль работы. Вы не имеете на это права. Если вы это будете делать, я буду бить вас по рукам дальше. Ну, наверное, вы мазохисты, я так смотрю. Вам, наверное, это нравится. Ну что ж, поехали возвращать обратно на родину. Итак, я вам дарила несколько ритуалов. Ну, не несколько, даже много ритуалов очищения водой. И еще раз вам напомню, что у воды есть память. Откройте, пожалуйста, мою лекцию «Вода в магии». Там более подробно все сказано. И все же в этой лекции немного предисловия, к ритуалу. Я вам еще раз напомню, что вода обладает памятью и поглощает информацию, которую ей отдают. Вода очищающая стихия, но вода может и навредить. Есть мертвая вода, есть живая вода. Есть вода из кладбища, есть вода талая, которая меняет структуру и прочее. Впрочем, еще раз, напомню, посмотрите лекцию. Будет полезно. Очищение водой лучше воспроизвести в ванной или в душе. Потому что там лучше всего происходит очищение водой. Поскольку нужно себя окатить водой и полностью убрать с себя негатив. Ну, как это сделать? Один раз я уже вам объясняла. Берете какой-нибудь файл, значит, кладете и там переписываете или распечатываете ритуал. И можете на магнитике прикрепить там, где принимаете душ или где у вас ванная. Наверняка у вас есть там место, где можно на стене или еще где-либо прикрепить. И когда будете принимать душ, начитывать до того момента, пока он не станет легче. Обычно после 3-го, 4-го раза у вас ощущение, как будто с вас прям оторвали, аж отодрали сверху какой-то слой такой вот, который вам мешал. Уходят внутренние тревоги, уходит усталость, уходит раздражительность, которая, может быть, у вас появляется в течение рабочего дня. Я всегда, когда принимаю душ, я обязательно в конце обращаюсь к воде. Ну, может быть, потому что я еще и водолей, и вода меня успокаивает, и самые лучшие идеи приходят у меня в голову в воде, в душе. Я всегда свои все трагедии жизненные и такие сложные моменты, когда было тяжело, особенно после предательств, после таких душевных ран, я принимала душ, и вот эти все слезы, вот это все, знаете, прям легче становилось, уходило, легче было пережить это все в воде. Вода забирает негативную энергию. Итак, я говорила, что в магии очеловечивается. То есть это называется персонализация. Сделать из каждой сущности силы, эгрегора, персону. Так легче представить, материализировать в голове и потом перенести в наш реальный мир. Так вот, у воды было много названий. Струя Татьяна, вода Ульяна, Марьяна, Маримьяна, талая вода, зимняя вода называлась Снежана.
И обращение к воде как к нечто такому, обладающей душой, разумом, улучшает нашу связь со стихией. Почему в магии, например, каждой сфере человеческой жизни дается определенное имя, определенное название. Очеловечив, приписав какие-то человеческие особенности, да, какой-либо стихии или какому-либо проявлению или силе, вы можете, вы усиливаете свою связь с этой силой, и уже обращаясь, ваша вот эта мысль и слово становится намного сильнее, потому что вы обращаетесь лично к чему-либо или кому-либо. Вы знаете, к кому обращаетесь. Это слово намного сильнее и намного быстрее срабатывает. Это очень глубинное знание. Откройте мою лекцию «Ключ, замок, язык», чтобы понять, о чем речь, о чем я говорю. Итак, начнем. Значит, принимай душ, читать, и уходит раздражительность, усталость, уходит раздражение кожи, обновляется тело, обновляется лицо, кожа. Вы не думайте, что заговоры только убирают там внутренний вот такой моральный, да, дискомфорт. Заговоры вполне могут помочь убрать и телесные какие-то недуги. Они освежают человека, улучшают его состояние и прочее. Итак, начнем. Почему воду называют кровная сестрица? Потому что мы состоим из воды. 80%, насколько я помню. То есть наши клетки. И, естественно, она наша сестрица, потому что она находится везде. Вода есть везде. Есть вода, которая находится под землей, есть вода небесная, есть вода земная, есть речная, есть морская. Везде есть вода. Во всем. Даже какая-то часть камня, то есть в камне даже есть вода, то есть водяная часть какая-то малая существует. И поэтому считалось, что вода – это наилучший проводник, что вода знает и мир духов, и мир мертвых. И не зря люди, когда убегали или спасались от злых сил издревле, они заходили в реку. Река называлась Межу. То есть река – это междумирие. Между миром людей и между миром ушедших или духов. Поэтому к реке приходили смывать негатив, смывать черноту. Поэтому у реки просили благополучия. Поэтому у реки просили дитя, отдавая куклу реке. Есть такая традиция, я вам уже об этом снимала и показывала. Отдавая кукольного ребенка, просили настоящего себе и так далее. Вот почему к воде такое отношение, уважение. Чистки проводятся всегда, значит, с водой, которая протекает в текучей воде. Чистки нельзя проводить на пруду, чистки нельзя проводить в море, потому что это стоячая вода. Эта вода никуда не уходит. И понимаете как, если человеку хотели закрыть пути дороги, начитывали на его имя, кидали в болото. Если человек хотел закрыть свои долги, расплатиться, начитывал на камень, на что-то еще у меня есть, да, как избавиться от долгов, и кидал в воду, которая не течет, не протекает. Потому что текучая вода – это жизнь, река жизни. Жизнь не стоит на месте, она протекает, приносит новые возможности и так далее. И очищение в воде, которая стоит, в море, там океан, там можно по-другому сделать. Там можно энергию океана взять, можно оздоровление океана провести. Возможно. Но именно скидывать негатив всегда в текучую воду. Либо душ, либо окатить себя этой водой, либо в реке читать, чтобы вода протекала и уносила. А текучая вода, она остановка жизни. Ничто никуда не двигается. Вот поэтому, когда кидали
свои долги или бедствия в воду не очищая, а вот наговаривали, кидались камнем или чем-то еще. Это для того, чтобы оно никуда не двигалось, чтобы долг не увеличился, чтобы он утонул в этом болоте и так и остановился, как болото стоит или как пруд стоит. Понимаете, в чем символ? Просто сейчас очень много ритуалов, там возьмут, тут возьмут, там свистнут два слова, и лишь бы что-нибудь показать. А людям кажется, что это правильно. На самом деле оно может дать обратный эффект или вообще не сработать. Потому что в магии тоже есть свои тонкости, свои законы. Чистка идет в протекающей, текучей воде, которая течет, уходит и уносит. В стоячей воде чистка ни о чем. Не уносит вода ничего, она просто стоит на своем месте. Где стоит вода, там можно утопить долги, скинуть бедствие в эту воду, но не очищая, а наговаривая, есть определенный заговор. В стоячей воде можно, то есть у стоячей воды можно взять энергию воды, начитывать и так далее. Но чистки, очищение, сброс негатива, протекающую воду, река, ручей, душ – уносит вода, протекает, очищает. А вода, которая стоит, куда она уносит? Никуда. Она как была, так и есть. Согласны со мной? Вот в чем неграмотность людей, которые берут вроде бы, ну, у меня еще, у кого-нибудь, пытаясь показаться знатоками. А на самом деле вот этот ритуал ни о чем. То есть, когда разбираешь, смотришь, ни о чем. Он не сработает. Не знает человек тонкости магии. Большое желание выделиться, но тонкости не знает. Когда спрашиваете, как получается, что... Понимаете, как даже если я свои секреты, мне несколько раз говорят, почему вы свои секреты, вот составление ритуалов делитесь, говорите, они ведь могут потом... Нет, не смогут. Кому не дано создать, он даже если перед глазами там пройдет, даже если ты заставишь их наизусть выучить, они все равно не сделают так, как положено, потому что им не дано. Истина им не открывается, понимаете? Вот вы читаете книгу в первом классе, например, прочитайте Достоевского, ничего не поняли. А если прочитаете Достоевского в 20 лет, вы поймете. Вот это то же самое. Это все равно, как читать Достоевского первоклашкам, которые ни черта не поняли. Нужно до этого дойти, развиваться. Нужно отдавать жертвы, нужно созреть для этого. Невозможно просто взять, посмотреть пару слов отсюда, пару слов оттуда, и вот я вот тоже чистки какие-то или ритуалы делаю. Нет, бессмысленно. Даже очень красивые ритуалы ни о чем, если ты не знаешь тонкости. Это как испечь торт, понимаете? Есть, например, вот такие-то продукты надо. Можно все вместе сразу туда кинуть, перемешать. Получится что-нибудь там, какое-то тесто, что-нибудь испечется. А если ты знаешь, как правильно надо делать, с какой периодичностью, то у тебя получится вкусный торт. Вот о чем я говорю. Но для этого надо учиться, надо знать, надо к этому прийти. Невозможно вот просто посмотреть, и я тоже могу. А что я тоже могу? Мне отправляли несколько там стихотворных ритуалов, я посмеялась. Геката прекрасная, открываешь двери, даешь деньги, имущество и все такое. Я говорю, одну минуточку, давайте так, к Гекате все-таки обращались за колдовством, за магией, за знаниями. Следовательно, через эти знания и имущество можно приобрести, если твое колдовство работает. Но это ни о чем. Давайте вы не будете сочинять с одного места. Вот вас никто не просил какие-то ритуалы сочинять, придумывать. И не надо. Каждый пусть займется своим делом. Итак, начнем. Начитывать нужно следующий заговор. Принимай душ. Вода моя водица, кровная сестрица, Марьяна, Маримьяна, их сестра Ульяна. Смойте с меня всякий сглаз и черноту, уроки да призоры, суету да маяту, корчи да сурочи, сглаз злой, да слово дурное, как вы, водные сестрицы, смываете свои берега, так и с меня смойте и заберите тоску душевную, маяту сердечную, злые умыслы и наговоры, что пришло мне от бабы да от мужика, от глаз черных, червонных, светлых да всяких. Всякое худое, всякое наговоренное,
Да насланное с меня заберите и в водовороте крутите, в бездну унесите, в черный подземный океан. Там и заприте, а меня исцелите, а меня обновите, заклято во 100-кратно. Вода моя водица, кровная сестрица, Марьяна, Маримьяна и их сестра Ульяна. Смойте с меня всякий сглаз и черноту, уроки да призоры, суету да маяту, корчи да сурочи, сглаз злой да слово дурное, как вы, водные сестрицы, смывайте свои берега, так и с меня смойте и заберите тоску душевную, маяту сердечную, злые умыслы и наговоры, что пришло мне от бабы да от мужика, от глаз черных, червонных, светлых да всяких, всякое худое, всякое наговоренное, да насланное с меня заберите, в водовороте крутите, в бездну унесите, в черный подземный океан. Там и заприте, а меня исцелите, а меня обновите, заклято во 100-кратно. Я хочу вам сказать, что постарайтесь обязательно читать. Читать не наизусть. Наизусть можно, конечно, учить те заговоры, которые вам дано, но нужно читать, потому что иногда во время чтения человек запинается, забывает эти слова, и эффект может получиться совершенно другой. Поэтому для того, чтобы спокойно сказать, высказать то, что нужно, издревле всегда ведьмы записывали. Не просто так нам передались их тетради, которые мы сейчас называем книги теней, да, записи и так далее, на разных там бумажках они читали, чтобы не допустить ошибку, чтобы в этот момент вдруг там не отвлечься на что-то, не забыть, о чем говорили, и эффект не случился бы совершенно другой. Спокойно читайте, просто научитесь как бы взаимодействовать и проводить ритуалы, начитывать. Вы со временем научитесь, но обязательно читать, чтобы не запинаться, чтобы все шло вот так гладко, спокойно, складно, и тогда будет эффект. Почему монотонное чтение заговора? Постоянно читая, вы пробиваете вот это пространство, стену, понимаете, говорите. Вот слово как стрела идет, бьет, рушит, и все. И разрушила, открылась эта дорога, открылась дверь, и вас услышали. Вода моя водица, кровная сестрица Марьяна, Маримяна, их сестра Ульяна, смойте с меня всякий сглаз и черноту, уроки да призоры, суету да маяту, корчи да сурочи, сглаз злой да слово дурное, как вы, водные сестрицы, смывайте свои берега, так и с меня смойте и заберите тоску душевную, маяту сердечную, злые умыслы и наговоры, что пришло мне от бабы да от мужика, от глаз черных, червонных, светлых да всяких, всякое худое, всякое наговоренное, да насланное с меня заберите, водовороте крутите и бездну унесите в черный подземный океан, там и закройте, а меня исцелите, а меня обновите, заклято во 100-кратно. Как вы заметили, у меня чуть меньше стало невроза, когда я о себе вспоминаю иногда «Сапожник без сапог», я начитываю. Вот именно водные чистки. Она уносит на определенное долгое время, уносит вот это состояние невроза. А невроз у тех людей, кто очень много работает, это, как правило, люди, у которых, ну, скажем так, интеллектуальный труд. Они все время напряжены, и нервная система, естественно, иногда проявляет себя таким образом. И еще раз, вода моя водица, кровная сестрица, Марьяна, Маримьяна, их сестра Ульяна, смойте с меня всякий сглаз и черноту, уроки да призоры, суету да маяту, корчи да сурочи, сглаз злой, да слово дурное, как вы, водные сестрицы, смывайте свои берега, так и с меня смойте и заберите тоску душевную, маяту сердечную, злые умыслы и наговоры, что пришло мне от бабы да от мужика, от глаз черных, червонных, светлых да всяких, всякое худое, всякое наговоренное, да насланное с меня заберите, в водовороте крутите, в бездну унесите, в черный подземный океан. Там и заприте, а меня исцелите, а меня обновите, заклято во 100-кратно. Вот. Учтите, это не чистки такие сильные с возвратом и прочее, но это очищение
негативных, злых программ, которые все время вокруг нас крутятся, да и вообще очищение от усталости, от вот этой набранной черноты за день и прочее. Это постоянное обновление, оно вам не помешает, и через некоторое время вы почувствуете, что у вас больше сил, что у вас больше иммунитета против неполноценных людей, что у вас более свежая кожа, как бы знаете, и так далее. Освежает. Он приводит в порядок, тонизирует, мягко выражаясь. Всем удачи и всех благ. Еще раз говорю, если не остановится вот эта ситуация с копированием моего стиля работы, и моих слов, и моих работ, я буду продолжать это пресекать. Вы меня плохо знаете. Я не из тех, кто останавливается. Поэтому сделайте выводы еще раз. Не надо меня злить. Всем удачи!